Следующий уровень русской стрит также начинается с длинной катсцены, но я вам показывать ее не буду, у вас будет достаточно времени на нее вдоволь насмотреться в ранах. Собственно, сразу приступим. В этой катсцене вступительной, где Макс выходит из поезда, мы зажимаем input вперед, и уже после катсцены мы дожимаем кнопку влево для того, чтобы перейти на диагональный стрейф и бежать вот сюда. Не следует в катсцене зажимать сразу оба инпута вперед и влево, потому что игра не умеет обрабатывать два инпута. У вас Макс, скорее всего, либо никуда не побежит, либо побежит только в одном направлении. То есть в катсцене мы зажимаем вперед, а уже после катсцены мы дожимаем влево. Бежим вот сюда. Еще одна небольшая катсцена. Зажимаем назад. Разворачиваемся и бежим обратно. Вот этих двух врагов пока что игнорируем. Здесь можно немножко попрыгать по лестнице, можно, в принципе, не прыгать, опционально. Этого врага убиваем и подбираем с него дигл на 100 FPS. Если вы попытаетесь подобрать дигл на Unlim FPS, то у вас, скорее всего, не получится. Макс просто пробежит мимо дигла и не подберет его. Дигл нам нужен. Если вы начинающий раннер, то можно также убить с беретты еще и второго противника, потому что он довольно часто по нам попадает. Но это небольшой таймлуз, потому что придется отклониться от оптимальной траектории. После того, как мы подобрали дигл с убитого врага, переключаемся на Unlim FPS, потому что сейчас будет лестница, по которой быстрее скользить вниз на Unlim FPS. И также выбираем дигл в руки. Следующего врага с дробовиком пока что игнорируем. Здесь также на Unlim FPS слайдим. И здесь будет такой сложный выстрел. Сразу же после того, как мы сделали хедшот, переключаемся на 100 FPS и подбираем тем самым дробовик с убитого противника. Значит, вот здесь такой момент. Входя вот в эту дверь, мы должны выстрелить из дробовика впереди нас и сразу же быть готовым скипать киллкам, то есть камеру убийства противника. То есть спустя небольшую такую паузу мы спамим кнопку И, кнопку взаимодействия, и скипаем киллкам. Значит, важным условием для того, чтобы вот этот чел встал и пошел за нами, является убийство вот этого врага и убийство вот этого врага. То есть, если вы не убили этих врагов, то игра, то есть вот этот челик за вами не побежит. Да, лучше на самом деле подобрать его дробовик. Перезаряжаемся. И готовимся встречать вот здесь вот врагов. Одного. Здесь обычно еще третий выбегает. А вот третьего желательно не убивать, потому что его убийство триггерит тоже киллкам. То есть это небольшой таймлуз. Если вы двоих убили, то третий обычно убегает обратно. Нам открывают дверь. Сразу же после окончания вот этой катсцены мы бежим и нажимаем на зеленую кнопку. Сейвимся, пока двери открываются. И входим в открывающиеся двери на диагональном стрейфе влево. Если мы достаточно быстрые, то мы можем вот этого врага убить до того, как он зайдет за стену. Это очень желательно сделать. Если у вас поначалу не получается, то можно попробовать сделать кувырок. Вот так. То есть этот враг, по-моему, гарантированно не попадет в кувырке, потому что кувырок выключает коллизию для пуль. Макс неуязвим к пулям. Входим и разбираемся с оставшимися противниками. Здесь на боковом стрейфе, чтобы по нам не попали. Убиваем одного, второго, нажимаем на кнопку. Здесь 4 пейнкиллера. Убиваем последнего врага и также спамим кнопку взаимодействия для того, чтобы быстро скипнуть киллкам. Здесь я переключаюсь на дигл, Unlim FPS и бежим обратно, нажимаем на кнопку и на Unlim FPS слайдим чуть-чуть быстрее по лестнице. Бежим к поезду. Здесь уже можно переключиться на 100 FPS и нажимаем вот здесь кнопку взаимодействия. Еще одна небольшая катсцена. Следующая перестрелка легче всего проходится с диглом, поэтому желательно ходить в поезд уже с диглом в руках.
Значит, вот здесь оптимально, если вы напрыгнете вот сюда и соскользнете вот так. Бежим вот сюда. После того, как второй раз вы слышите выстрелы из дигла, вот этого противника, вот этого, мы можем перейти с диагонального стрейфа на фронтальный бег. И вот смотрите, выходит вот этот вот противник, да, мы целимся в него. Вот этих двух не убиваем, это нам не нужно. Просто разряжаем дигл и все. Иногда вот этот враг кувыркается, но это не страшно. Берем дробовик и вот следующий уровень. Еще важный момент, касающийся менеджмента здоровья. Вообще хилиться следует всегда, когда у вас неполное здоровье и при этом есть таблетки. Вот сейчас я, например, похилился, сажал 3 таблетки, у меня одна осталась, потому что она уже похилит больше, чем то значение, которое у Макса ХП осталось. То есть больше, чем Макс ранен. В этом случае рекомендуется все-таки оставить одну на потом. Но если у вас таблеток прям дофига, допустим, штук 6 или там, не знаю, 8, то солить их тоже смысла не имеет. Лучше всегда в таких ситуациях хилиться полностью. Еще такой момент, касающийся хила при входе в триггер конца уровня. Как вы можете заметить, хил в игре не мгновенный, идет со временем. Однако, если я похилюсь перед окончанием уровня, то уже на следующем уровне у меня Макс будет полностью отхилен. Это тоже следует иметь в виду и следует этим пользоваться.